Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы поговорим о поливе фиалок. Так как бывают частые вопросы по поводу полива и чаще спрашивают за верхний полив. Поэтому фитильный полив затрагивать пока не буду. Здесь более-менее понятно. Ставим фиалку на резервуар с водой, и фиалка пьет столько, сколько нужно. Мы только добавляем воду в емкость, и при правильном фитильном поливе фиалка не будет ни пересушена, ни залита. Поэтому все перечисленные моменты будут относиться к верхнему поливу или же поливу через поддон. Именно при таких способах больше вероятность залить фиалку или пересушить, так как мы сами контролируем этот процесс, когда полить, сколько полить. Именно такие вопросы возникают у тех, кто только начинает заниматься фиалками. При фитиле такие вопросы отпадают, так как фиалка пьет столько, сколько ей нужно. При обычном поливе фиалки пьют по-разному. Кому-то понадобится больше воды, кому-то меньше воды. Например, чем больше розетка у фиалки, чем больше нарощено листвы, и если еще эта фиалочка цветет, то воды понадобится гораздо больше. Такую фиалочку нужно поливать чаще, и пить она будет больше, чем молодой, не цветущей розетки. Которые на верхнем поливе фиалки у меня, я не поливаю их по графику. Не надо устанавливать график, поливать там, например, четко раз в 3 дня, например. Нужно всегда смотреть на состояние фиалок, на внешний вид фиалок. Например, фиалки с такой вот плоской розеткой, когда листва прикрывает горшок, грунт надольше остается влажным, так как грунт прикрыт листвой и надольше сохраняется влажность. Когда листья вверх растут, субстрат уже не прикрыт листвой, он быстрее просыхает. Обратите на это внимание. Конечно, многое еще зависит от размера горшка, в котором растет фиалочка. В больших горшках надольше сохраняется влажность. В маленьких горшочках просыхает грунт быстрее, и поливать такие фиалочки приходится чаще. Поливать нужно фиалки по мере подсыхания грунта. Как вообще понять, что фиалка нуждается в поливе? Ну, во-первых, как вариант, можно попробовать по весу горшок. То есть приподнимаем горшочек, и когда фиалка еще не нуждается в поливе, когда она достаточно влажная, горшок по весу будет тяжеловат. Когда фиалка уже просохла, горшок будет легким. И также листья будут с минимальным тургором, когда фиалочка просохла. Когда фиалка достаточно полита, то листва будет упругая, и тургор листвы будет хороший. Также можно на ощупь, буквально на сантиметр, попробовать пальцем влажность грунта. То есть просто на ощупь, на сантиметр мы пробуем, просох грунт или нет. Но даже по внешнему виду иногда видно просохший грунт, он сразу светлеет. У политой фиалки грунт более темный, то есть влажный. Поливать фиалочки нужно аккуратно, по краю горшка. Нельзя заливать фиалку, нельзя пересушивать, так как все это негативно может отразиться на корневой. При переливе корни начнут загнивать у фиалки. При пересушке также корни будут отмирать, и фиалка не будет полноценно пить. То есть в одном и в другом случае
полноценно корневая работать не будет. Поэтому поливаем аккуратно, в меру. Ни в коем случае не попадаем на листву, не попадаем в центр розетки. Поливаем по краю горшочка. Летом фиалки пьют больше воды, и грунт просыхает быстрее. Поэтому поливать фиалочки нужно чаще. Но всегда нужно смотреть перед тем, как полить, нуждается ли фиалочка в поливе или нет. Так как бывает, летом заливают фиалки, листва начинает паникать, мягчеть, теряется тургор, и многие думают, что наоборот, фиалка засушена, мало полита, и начинают ее еще больше поливать. Но наоборот, листва может паникать от перелива летом, когда фиалку сильно залили. То есть грунт на ощупь еще влажный, но листва паникает. Это значит, что уже начались проблемы с корневой. Но зимой также, если выращивать на подоконнике возле батареи, от нее исходит тепло, и фиалки тоже могут быстрее просыхать. Если вы только начали выращивать фиалки, можно начать поливать в поддон первое время. Фиалка выпьет столько воды, сколько ей нужно. И если останется в поддоне лишняя вода, то вы просто ее сольете. Со временем вы будете уже давать столько воды, сколько нужно. То есть на глаз вы уже будете наливать нужное количество воды при последующих поливах. Это все, что касается полива фиалочек. На этом буду заканчивать. Если есть вопросы, задавайте. С удовольствием на них отвечу. Оставляйте свои комментарии. Всем отличного настроения, красиво цветущих фиалочек и до новых видео. Всем пока!